Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать красивый кружевной листик. Листик у нас выполнен с навязочками. Навязочки у нас идут по лицевой стороне. Давайте посмотрим изнаночку. Вот видно, на изнаночке навязочек нету. Все навязки идут по лицевой стороне. И выполнены навязки в виде столбиков без накида с пикой из 3 воздушных. Для работы нам понадобится пряжа и крючок. Начинаем выполнение нашего листика с 1 воздушной петелечки. Выполнили. Далее вяжем арку из 14 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Выполнили. И теперь будем выполнять сложный столбик. Выполняем 8 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все накиды придерживаем пальчиком и вводим нашу первую воздушную петелечку. И провязываем наши накиды. Считаем. Первый накид, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8. Выполнили. Далее выполняем 3 накида на крючок. 1, 2, 3. Выполнили. И отсчитываем сверху 4 накид. 1, 2, 3. И в 4 накид вводим крючок. Обращаю ваше внимание, мы захватываемся не только за нить накида, но и за нить еще столбика. Вот таким образом. И провязываем наш столбик с 3 накидами незавершенный. Выполнили. Теперь все петелечки на крючке провязываем вместе. Далее выполняем арочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнили. И теперь выполняем опять же сложный столбик. 6 накидов на крючок. 2, 3, 4, 5, 6. Придерживаем все накиды пальчиком. И теперь очень внимательно. Мы смотрим на наш предыдущий столбик и отсчитываем 4 накид снизу. Считаем. 1, 2, 3. И вот наш 4 накид снизу. Опять же захватываемся за нить накида и столбика. Вот таким образом. И провязываем все наши 6 накидов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. 2 петелечки на крючке оставляем и делаем 2 накида. 1, 2. И теперь внимательно смотрим на наш столбик. Отсчитываем сверху 3 накид. 1, 2 и вот наш 3. Вводим в него крючок, опять же захватившись за 2 нити. И провязываем столбик с 2 накидами незавершенный. И теперь все 3 петелечки на крючке провязываем вместе. Далее арочка из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опять выполняем 6 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Придерживаем пальчиком и смотрим на предыдущий наш столбик
и вводим крючок в третий накид снизу. Опять же отсчитываем. Раз, два, и вот он третий наш накид. Давайте я введу крючок, и мы еще внимательно посмотрим. Вот хорошо видно, это третий накид снизу. Опять же захватываемся за 2 нити и провязываем наши 6 накидов. Раз, два, три, 4, 5, 6. Выполнили. Далее 2 накида на крючок. Отсчитываем теперь третий накид снизу. Прошу прощения, сверху. Раз, два, три. Третий накид сверху отсчитали. Вводим в него крючок. И провязываем столбик с 2 накидами и завершенный. И теперь все 3 петелечки на крючке провязываем вместе. Выполнили. Далее выполняем арочку из 7 воздушных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Выполнили. И теперь выполняем 4 накида на крючок. Раз, два, три, 4. Выполнили. И вводим наш крючок в третий накид снизу. Опять же смотрим на предыдущий наш столбик и отсчитываем первый накид, второй и вот третий накид снизу. Проверяем себя и провязываем наш столбик, точнее не столбик, а 4 накида провязываем. Второй, убежала, 2 накида провязали, третий и 4. Далее опять 2 накида на крючок и отсчитываем третий накид сверху. Смотрим первый накид, второй и вот третий. Вводим крючок и провязываем столбик с 2 накидами незавершенный. Теперь наши 3 петелечки на крючке вместе. И вот половинка основы нашего листика готова. И мы переходим на противоположную часть нашей основы. Выполняем арочку из 7 воздушных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Выполнили. И теперь будем провязывать накиды, которые уже у нас с вами провязаны. Выполняем 3 накида на крючок. Вводим крючок в наше указанное место и провязываем столбик с 3 накидами незавершенный. Выполнили. Далее 2 накида на крючок. Вводим крючок в первый накид снизу и выполняем столбик с 2 накидами незавершенный. Теперь все петелечки на крючке вместе. Далее выполняем арочку из 7 воздушных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Выполнили. И выполняем точно такой же столбик. То есть 3 накида на крючок. Вводим крючок, уже провязанный накид. И выполняем столбик с 3 накидами незавершенный. Далее 2 накида на крючок. Вводим крючок в первый накид снизу. И столбик с 2 накидами незавершенный. И все петелечки вместе. Далее арочка из 8 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнили. И теперь выполняем 4 накида на крючок. Раз, два, 3, 4. Вводим крючок, уже провязанный накид. И выполняем столбик с 4 накидами незавершенный. Раз,
2, 3, 4. Выполнили. Далее 3 накида на крючок. Придерживаем пальчиком и вводим крючок в первый накид снизу. И провязываем столбик теперь с 3 накидами незавершенный. Все петелечки на крючке провязываем вместе. И нам остается выполнить с вами арочку из 14 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И мы ищем нашу вот петелечку, ее хорошо видно, она немножко у нас вытянулась, мы ее сейчас поправим и выполняем ее соединительную. Петелечку мы с вами подтягиваем. Наш ряд завершен. И прежде чем приступить к выполнению следующего ряда, я немножко вытяну рабочую петлю, и мы посмотрим, что у нас получилось. Такая основа для наших навязочек готова. Приступаем к выполнению ряда с навязочками. Для этого выполняем одну воздушную петелечку подъема и под арку провязываем 1 столбик без накида и далее 11 столбиков без накида с пико. Выполняем. Пико у нас из 3 воздушных. Первый столбик и пико из 3 воздушных. Выполняем 3 воздушные, вводим крючок в вершинку нашего столбика и выполняем соединительную. Первый столбик с пико готов. И продолжаем. Второй столбик и пико. Третий столбик и пико. Четвертый и пико. Пятый и пико. Шестой и пико. Седьмой и пико. Восьмой и пико. Девятый и пико. 10 и пико. И последний 11 и пико из 3 воздушных. Далее выполняем еще 1 столбик без накида, без пико. И теперь можем приступить к выполнению навязочки. Разворачиваем работу и выполняем 7 столбиков без накида с пико. 1 и пико. 2 и пико. 3 и пико. 4 и пико. 5 и пико. 6 и пико. И 7 столбик и пико.
Далее разворачиваем работу и переходим на противоположный столбик. Опять же 7 столбиков без накида и пико. Первый столбик и пико. Второй и пико. Третий и пико. Четвертый и пико. Пятый и пико. Шестой и пико из 3 воздушных. И последний 7 столбик и пико. Останавливаемся и смотрим, что у нас с вами получилось. Вот наша первая навязочка готова. Точнее, прежде чем завершить эту навязочку, она практически готова. Очень внимательно мы вводим крючок в наш столбик без накида. Это последний был столбик, который провязан без пико. И выполняем соединительную. Немножечко подтягиваем. И вот теперь наша навязка готова. Она у нас не будет распадаться, будет красиво смотреться. Дальше мы можем приступить к выполнению столбиков под следующую арочку. Обращаю ваше внимание, что первый и последний столбик, провязанные под арку, будут без пико обязательно. Выполняем один столбик без накида, без пико. Далее 6 столбиков без накида с пико. Выполняем. Раз. Два. Третий столбик и пико. Четвертый столбик и пико. Пятый столбик и пико. И 6 столбик и пико. И теперь под арочку провязываем столбик без накида, без пико. И мы можем приступить к выполнению следующей навязки. Направление вязания у нас тоже таким образом. И теперь мы выполняем только 5 столбиков без накида и пико. Выполняем. Раз, столбик и пико. Второй столбик и пико. Третий столбик и пико. Четвертый столбик и пико. Пятый столбик, пико. И переходим на следующий противоположный столбик. Опять же 5 столбиков без накида с пико. Первый столбик и пико. Второй столбик и пико. Третий столбик и пико. Четвертый и пико. И последний 5 и пико.
Опять же, вот наша навязочка, но нам нужно ввести крючок в наш столбик без накида, без пико провязанный под арку, и выполнить соединительную. Немножечко подтягиваем. Вторая наша навязочка готова. Давайте остановимся и посмотрим, что у нас получается. Далее мы с вами выполняем под следующую арочку первый столбик без пико, далее 5 столбиков без накида с пико, и далее точно такую же навязочку. Давайте мы выполним столбики под арку, а уже навязочку вы выполните самостоятельно, поскольку она точно такая же. Под арку выполняем 1 столбик без накида, без пико. Далее 5 столбиков с пико. Первый столбик с пико, второй и пико, третий и пико, четвертый и пико, пятый и пико. Далее столбик без накида под арочку без пико, и мы можем приступить к выполнению навязки. Навязка у нас будет выполнена 5 столбиков с пико с этой стороны и 5 столбиков с пико с этой стороны, точно такая же, как и предыдущая. Мы выполнили вторую точно такую же навязочку. И давайте теперь внимательно посмотрим на нашу основу. У нас дальше с вами идут арочки из 7 воздушных. Вот 1, 2 и 3 арочка. Под эти арочки мы точно так же, как и под эту арочку, то есть предыдущую, провязываем 1 столбик без накида, без пико, и 5 столбиков без накида с пико, и далее 1 столбик без накида, без пико. И выполняем еще 1, 2 и 3 навязочку точно так же. То есть 5 столбиков без накида с пико и 5 столбиков без накида с пико. Вы самостоятельно обвяжете 3 арочки и выполните 3 навязочки. Точно так же, как мы выполняли с вами ранее. Напоминаю, что мы с вами выполнили 1, 2, 3, 4, 5 одинаковых навязочек. И теперь у нас с вами арочка, под которую мы выполняем 1 столбик без накида, без пико. И 6 столбиков без накида с пико. Точно так же, как мы выполняли на противоположной стороне. Выполняем. 1 столбик и пико, 2 столбик и пико, 3 столбик и пико, 4 столбик и пико, 5 столбик и пико, и 6 столбик и пико. Нам остается выполнить 1 столбик без накида, без пико, и выполнить еще одну навязочку. Она у нас такая большая будет,
из 7 столбиков с пико. 7 столбиков с одной стороны и 7 столбиков с другой. Выполняем. Вводим крючок и начинаем. Выполнение: первый столбик и пико, второй столбик и пико, третий столбик и пико, четвертый и пико, пятый и пико, шестой и пико. И с этой стороны последний, седьмой и пико. Выполнили, и работу разворачиваем. Переходим на противоположный наш столбик. Берем поудобнее и выполняем первый столбик и пико, второй столбик и пико, третий столбик и пико, четвертый пико, пятый и пико, шестой и пико, последний, седьмой и пико. Выполнили. Теперь нам остается ввести крючок в столбик без накида, провязанный без пико. Он у нас последний провязан под арочку. Выполняем соединительную и работу поворачиваем. Немножечко поправлю и смотрим, что у нас получилось. И нам остается под арку из 14 воздушных петель выполнить 1 столбик без накида, без пико, и далее выполняем 11 столбиков с накидом, прошу прощения, 11 столбиков без накида и пико из 3 воздушных. Я начну выполнение, а вы самостоятельно закончите. Первый, второй столбик без накида и пико, и третий столбик без накида, пико. Напоминаю, мы выполняем 11 столбиков без накида с пико. Мы связали 11 столбиков без накида с пико. Напоминаю, под арку мы сначала выполнили столбик без накида, без пико, затем 11 столбиков без накида с пико, и нам осталось выполнить еще 1 столбик без накида под эту же арочку без пико. Завершаем выполнение нашего кругового ряда, вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема и выполняем соединительную. И прежде чем завершить выполнение нашего листика, мы выполним маленький череночек. Выполняем 8 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вводим крючок во вторую петелечку от крючка и вяжем столбик без накида. Итак, выполняем столбики без накида до конца нашей цепочки. Аккуратненько, не спеша провязываем каждую воздушную.
выполнили. И опять вводим крючок в воздушную петелечку подъема и выполняем соединительную еще одну. Ниточку мы можем обрезать. Посмотрим, что у нас с вами получилось. Поправляем наш листик и смотрим. Вот такой ажурный, красивый листик с пико у нас с вами получился. С объемными навязочками. Так наш листик смотрится по лицевой стороне. И так он смотрится по изнанке. Вы можете использовать такой листочек просто для декора или в различных кружевах. Творческих вам успехов!